За последние несколько недель произошло сразу несколько событий, которые, казалось бы, вообще никак между собой не связаны. Я наконец-то взялся за сушильный шкаф, о котором давно говорил. Немного пришлось повозиться с возвратами из-за границы. Неожиданно попал в соседнее помещение нашего комплекса из-за сработавшей пожарной сигнализации. Ну и, кажется, окончательно понял, куда будет расти мастерская дальше. Поэтому сегодня покажу, как прошла эта неделя. Она получилась намного насыщеннее, чем я ожидал. Шкаф для сушки изделий и защиты их от пыли просился уже давно. Чем больше становится заказов, тем больше готовых изделий одновременно находится в мастерской. Одни уже покрашены, покрыты маслом и сохнут, другие ждут упаковки, третьи только приехали на сборку. Все это начинает занимать место. А самая неприятная пыль. В столярной мастерской полностью избавиться от нее невозможно. Можно сколько угодно пылесосить, подключать аспирацию, но когда работаешь каждый день, мелкая древесная пыль все равно появляется в воздухе и оседает на поверхность изделий. Я прекрасно понимал, что если не сделаю этот шкаф сейчас, то потом времени может уже и не быть. Обычно лето считается относительно спокойным периодом для продаж. Люди в Европе и Америке уходят в отпуска, едут к морю, проводят время с семьей, поэтому между заказами иногда появляются небольшие окна, когда можно наконец заняться обустройством самой мастерской. Осенью, когда начинается высокий сезон, такого окна может уже не оказаться. Сам шкаф решил делать по вечерам, после основной работы. Эстонские белые ночи в этом плане очень коварная штука. Смотришь в окно — светло. Кажется, что еще времени полно. Можно работать и работать. Потом случайно бросаешь взгляд на часы, а там уже почти 10 вечера. А ты еще стоишь в мастерской и думаешь: да ладно, сейчас еще одну деталь доделаю и точно домой. Именно так все и началось. Каркас решил делать из досок, которые уже были у меня в наличии. Честно говоря, для мебели или каких-то красивых изделий они уже не подходили. Их немного повело от влажности, геометрия была далеко не идеальной. Но для каркаса сушильного шкафа этого было вполне достаточно. Все равно он будет обтянут спанбондом, а его главная задача совсем не эстетика, а функционал. К вечеру каркас был практически готов. И уже тогда, отойдя на пару шагов, я понял, что где-то я ошибся. Шкаф оказался немного перекошенным. Ничего критичного, он не развалится, но глаз этот перекос сразу цеплял. Было уже поздно переделывать в таком состоянии, и можно было сделать только хуже. Поэтому решил просто закрыть мастерскую и уехать домой. Иногда лучше оставить проблему до утра, чем пытаться победить ее на усталую голову. На следующее утро решил вообще не начинать день с мастерской. Поехал к маяку, немного прошелся по нашим скалам, просто чтобы проветрить голову. Вообще я все чаще замечаю, что такие короткие прогулки в одиночестве потом экономят гораздо больше времени, чем кажется. Когда перестаешь насильно крутить одну и ту же мысль в голове, правильное решение обычно приходит само собой. После прогулки заехал в гараж за материалами. Недавно мы с тестем полностью разгребали там хлам и наконец-то навели более-менее нормальный порядок. Когда мы убирались, тесть посмотрел на часть старых ламинированных панелей, которые давно лежали без дела, и говорит: давай уже их распилим на дрова, место только занимают. Кое-что действительно ушло в печку, но эти панели я тогда отвоевал. Я вообще не очень люблю выбрасывать материалы, если они еще могут принести пользу в каком-то другом качестве. И в итоге они получили вторую жизнь. Именно из них сейчас будут сделаны внутренние полки для шкафа. Ну и кое-какие другие проекты. Вернувшись в мастерскую, я уже совершенно спокойно посмотрел на перекошенный каркас. Года 3 назад, скорее всего, я бы просто разобрал бы, психанул или вовсе забросил бы этот проект на несколько недель. Сейчас уже смотришь на такие рабочие ошибки иначе. Не обязательно ломать все целиком. Иногда достаточно просто понять, где именно последовательность нарушилась. Я раскрутил несколько соединений, немного изменил порядок сборки, заново выставил геометрию и снова все стянул. Да, шкаф все равно не стал идеальным, но знаете что, из него и не стрелять. Он не выставочный экспонат, а его задача совершенно другая. Он должен быть прочным, мобильным, и чтобы в любой момент его можно было откатить в сторону или вообще вывести в коридор. Для внутренних полок мне нужна была система, на которой изделия будут сохнуть после покрытия маслом. Главное условие, чтобы они не касались друг друга, а воздух свободно проходил со всех сторон. Поэтому каждая полка – это панель с большим количеством отверстий, в которые вставляются небольшие штырьки. Сами штырьки я решил сделать из обычных сварочных электродов. Просто нарезал их болгаркой на одинаковые кусочки,
Получилось жестко и более-менее аккуратно. Главное, что это было практически бесплатно. Оставалось только сделать сами отверстия. Их по проекту получилось 264 штуки на одну панель. Когда начинаешь считать такую сетку вручную, быстро понимаешь, что ошибиться в разметке очень легко. Поэтому в этот раз я решил задействовать искусственный интеллект. Задал ему параметры панели, нужное расстояние между отверстиями и глубину сверления. Искусственный интеллект буквально за несколько секунд рассчитал всю координатную сетку. Мне оставалось только загрузить готовую программу и дать ЧПУ-станку спокойно сделать свою работу. Честно говоря, несколько лет назад я вообще не мог представить, что буду использовать нейросети для того, чтобы сверлить полки в мастерской. Пока станок гудел и делал отверстия, я параллельно выполнял текущие заказы и готовил посылки. Неделя выдалась очень необычной. Как раз наступил Янов день, в Эстонии обычно именно после него приходит настоящее лето. И в этот раз неделя оказалась самой жаркой. Проблема даже не в температуре, а во влажности. В мастерской из-за этого начинаешь уставать в 2 раза быстрее. Но здесь спасают особенности самого здания. Моя мастерская находится в бывших советских казармах, где когда-то жили экипажи подводных лодок. Позже весь комплекс реконструировали под производство, снесли внутренние стены и объединили помещения большими пролетами для работы мостовых кранов и погрузчиков. Сейчас из небольших производств нас здесь осталось всего 4. Ребята делают террасы, соседи занимаются автотюнингом, есть электрик и моя мастерская. Прямо посреди этой жары произошла неожиданная история. Сработала пожарная сигнализация. Так как вся Эстония отдыхала на длинных выходных, в здании работал только я. Управляющий попросил меня проверить помещение, к которому у меня есть доступ, чтобы убедиться, что все в порядке. Очага я, к счастью, не нашел, но зато впервые спокойно прошелся по соседним комнатам. Благодаря этому переполоху я увидел 2 важные вещи. Первое – это огромный промышленный компрессор, возможностью пользоваться которым мы сейчас занимаемся. А вторая – это пустая комната, буквально через стену от меня. Именно тогда мы с Алиной всерьез подумали, что пришло время разделить процессы. Но на одной только мастерской неделя не закончилась. В понедельник ко мне вернулись сразу 2 международные посылки. Это та сторона работы на Etsy, про которую редко кто рассказывает в красивых роликах. Первый возврат был ожидаемым. Клиентка заказала подарок девочке в Голландию, но не указала контактный телефон. Курьер дважды приезжал по адресу и не смог вручить коробку и оформил возврат обратно в Эстонию. Короткая переписка с клиенткой, собрали, упаковали, рабочий момент, бывает. А вот со вторым возвратом из Германии история оказалась детективной. DHL привез ее обратно с пометкой «Несуществующий адрес». Я перепроверил все документы, адрес точный, дом на картах существует. Написал клиентке через Marketplace, и на электронную почту. Ответа не было несколько дней. Тогда я решил попробовать совсем безумный вариант. Нашел официальный сайт муниципалитета, ее небольшого городка, и написал напрямую в их мэрию. Была слабая надежда, что если человек в почтенном возрасте, местные сотрудники смогут хотя бы передать ей, что ее ищет мастер из Эстонии. И, как ни странно, это сработало. К концу недели клиентка вышла на связь и сама удивилась действиями почты. И теперь мы отправим заказ повторно. Когда-то мне самому пришлось поработать в службе доставки. И я хорошо помню ту сторону профессии. Я знаю, как тяжело бывает с пожилыми людьми. У каждого свои обстоятельства, поэтому я всегда стараюсь разобраться в ситуации, а уже потом делать выводы. Мне кажется, именно этим маленький семейный бизнес и отличается от огромных корпораций. Здесь за каждой посылкой стоит конкретный человек. И иногда 10 лишних минут личного внимания решают проблему лучше, чем любые сухие правила и регламенты. Пока вся эта история с почтой тянулась, в магазине продался орел из прошлого ролика. Так что пришлось сразу запускать в работу следующего. Коллекция на витрине должна постоянно пополняться, ведь готовые изделия улетают быстрее, чем успеваешь сделать новые. А еще появился интересный заказ от семейной пары мастеров, которые тоже торгуют на Etsy. Получается классная история, когда коллеги заказывают работу у коллег. Но об этом я подробно расскажу уже в отдельном видео. Ближе к концу недели ко мне в мастерскую приехал Алексей. Его помощь дала мне самое главное – немного свободного времени, чтобы голова перестала разрываться между десятком мелких задач. Пока он взял на себя часть процессов, я наконец-то полностью закончил сушильный шкаф, обтянул его спанбондом, установил готовые полки, расставил металлические штырьки и впервые загрузил туда свежие изделия. Мастерская сразу стала выглядеть иначе, аккуратнее, изделия больше не валяются на каждом свободном верстаке,
Они собраны в одном месте и полностью защищены от летучей пыли. Сам шкаф получился копеечным, сделанным из остатков материалов и старых электродов. Но именно из таких небольших копеечных решений, которые в нужный момент начинают экономить тебе время, место и силы, и складывается постепенное взросление мастерской. Появляются новые пространства, новые идеи, становится больше заказов, и процессы наконец-то занимают свои законные места. Так же, как и изделия, которые наконец-то нашли свое место на полках этого шкафа. Спасибо, что провели со мной еще одну неделю. Увидимся в следующем видео. Думаю, там тоже будет о чем рассказать.